Когда врачи приехали, вышли, им не давали пройти, кричали, что за мою жизнь не надо бороться и меня не надо спасать. Мы на самом деле ощущаем, что венгерское общество, в отличие от правительства, более готово и открыто, чтобы принять людей другой ориентации. Только правительство об этом, конечно же, не говорит. То, как власть все время пытается найти врагов, это просто возмутительно. Это абсурдно ставить в один ряд педофилию и ЛГБТ, потому что педофилия – это не про сексуальные отношения, это криминал. А ЛГБТ никакого отношения к этому не имеет. У нас было очень много специальных изданий и для учителей, и для других специалистов. Например, вот этот сборник про то, как не допустить насилия в отношении тех детей, которые принадлежат к ЛГБТQ-сообществу. Очень много трудностей создает теперь закон о пропаганде, потому что там много неопределенностей. И учителям просто непонятно, что они могут рассказать ученикам, которым не исполнилось 18 лет, а что нет. Это приводит к самоцензуре. Учителя боятся, ведь может дойти до уголовного преследования. И это очень большая проблема. Ведь молодежь не может откровенно поговорить со своими учителями. А это необходимо, ведь как раз среди тех, кто имеет нетрадиционную ориентацию, сейчас очень большой процент самоубийств. В средней школе мы отправились в путешествие с классом, и там я попала в довольно серьезную аварию. Вызвали скорую. А когда врачи приехали, вышли, то ученики не давали им пройти. Кричали, что за мою жизнь не надо бороться и меня не надо спасать. И делали это только потому, что знали о моей идентичности. Я не скрывала этого с 14 лет. Поэтому я считаю невероятно важным, чтобы мы могли говорить о буллинге, обо всех проявлениях враждебности, чтобы могли объяснять и таким образом менять общество. Среди моих знакомых, в моем окружении я видела очень много примеров, когда люди от отчаяния хотели покончить с собой. Кто-то справился, а кто-то нет. Я просто уеду из страны, если ситуация станет для меня совсем болезненной. Пока еще я не достигла этой критической точки и буду делать все, чтобы улучшить жизнь людей из ЛГБТ-сообщества в Венгрии. Думаю, это моя миссия.